нас уже сегодня понедельник, сейчас курс нидерландского. Посмотрите на меня. Я приехала вчера. Приехали мы, короче, поздно, потому что у нас поломался по дороге трамвай. Трамвай. Ой, пока вот это вот вызывали, пока нас пересаживали. В общем, приехали мы домой очень поздно. И у меня хватило ума допить утренний кофе. У меня стоял там утренний кофе, вот столички где-то. Вот. И у меня хватило ума его допить. Вот это ж я выставила видео вам, архивное. И я вообще не могла уснуть. 2, 3, 4 часа ночи, 5. А я не могу уснуть из-за вот столичка кофе. Короче, уснула под утром. Потом туда-сюда, вроде бы собралась. Вот. А сейчас я чувствую вот этот недосып. И плюс я совершенно не подготовилась к уроку. Совершенно. Такие выходные были. Я занималась всем, чем угодно, только не нидерландским. А там нужно было этот текст, там, дурацкий, там, где... Понимаете, я когда слушаю новости, вот мы ехали вчера, да, в машине, с нашими знакомыми, и в машине были нидерландские новости. Это была настолько четкая дикция. Я очень много слов понимала, и я, суть уже потом, логически. В этом и есть изучение. Сначала ты выдергиваешь слова, ты их логически связываешь в цепочку, ты не можешь сразу начинать все понимать. Вот. Почему говорят, что нельзя пользоваться переводчиком? Нужно сначала логическую понимать. А вот это то, что текст тут был, это какая-то с Бали, вот это все озвучивала, все оглотала, все, ничего не понятно. И я еще его не сделала. И сегодня у меня большие сложности вообще с пониманием, и потому что обсуждали это домашнее задание, я его просто не сделала, не уделяла этому вообще внимания. Ой, мне сейчас так тошно от всего. Из-за того, что не выспалась, из-за того, что я ничего не соображаю. Вот, все вместе. А что ты не выспалась? А сколько ты проснулась? Я же тебе говорю, я допила кофе, приехала. Сейчас Даша расскажу. Даша, походу, не знает, что я не выспалась. Она пришла. Мама дорогая, мы с Дашуней после курса приехали в ТЦ. Я хочу крем себе купить, у меня закончился уход. А здесь уже полным ходом украсили. И здесь так красиво. Мне больше всего вот эти деревья понравились. Их так искусно окутали гирляндой, что так очень как паутина, которая вот именно вот такое легкое такое мигание, такое зелененькое, легкое, видите, так по глазам не бьет, как обычно. Мне прям впечатлило. Всем привет, большие девочки. У нас сегодня вторник. И второй день просто квест куда-либо добраться. В Бельгии опять 3-дневная забастовка. По крайней мере, во Фландрии. Самое интересное, что кто бы там ни бастовал, транспортники тут как тут. Понимаете? И они, вот вроде бы говорили, бастуют учителя, там, за свои там зарплаты, там, реформы пенсионные, все же. Причем здесь опять транспортники. Вот сколько мы тут находимся, сколько вот они чаще всего и бастуют. И говорят, что особо у них забастовки такие вот интересные, то есть они не внушительные такие, понимаете, они просто тупо, вот я не пойму, что тут за смысл. Мы вчера не могли, поехали в ТЦ, вроде бы и не ходили. Забастовка не то, что здесь вообще ни один трам не вышел, или ни один автобус. То есть там раз, может быть, час, они все же ходят. Вот, и мы выбрали ТЦ, потому что он, в крайнем случае, в пешей доступности можно было, добраться домой. Но мы видели, что трамы ходят. Вот. Но так как мы вышли, и был вечер, и шел уже просто проливной дождь, мы все же решили ждать трам. Потому что людей было валом. И вот они 4 мимо едут, проезжают. Под проливным дождем люди с колясками, полные толпы остановки людей. И они просто мимо проезжают, еще и машут рукой. Вы представляете, какое издевательство? Вы бы лучше или вообще уже не выходили. И вообще, кого вы наказываете? Что это? Против кого эти забастовки? Против обычных людей в очередной раз, понимаете? То есть, парламенту все равно, я думаю. Он не видел, они то ли в кабинетах у себя теплых сидят, то ли где-то, но неважно. Это в очередной раз просто наказывают людей. Что это за забастовки? И говорят, что они у них вообще лайтовые, какие-то вообще странные. То есть, как-то их нужно действительно разработать так, чтобы они имели какой-то эффект, какое-то там, я не знаю, там влияние, какой-то результат, а не так, что год они бастуют, и, похоже, одни и те же условия, и ничего не меняется. И, конечно, это жесть. И вот мне сейчас нужно добраться, и я вышла за час
даже больше, за час 20. Ну, а мне туда вообще полчаса на транспорте добираться. И я вообще не пойму. Пустая остановка, все глухо, уеду, не уеду. Короче, ой, чудеса да и только, честно. Так, девочки, показываю, что купила в пятницу, когда мы были в Нидерландах, вот, в аутлет-городке. Я прям себе такой лук составила вот, на этот сезон. Первое, это вот такие вот ботинки. Вот этот бренд. Вот, если вы можете почитать. Все вещи купила, то есть не из масс-маркета, а то есть совершенно других брендов. Я раньше таких не слышала, а потом уже читала про них в интернете, у чата GPT спрашивала. Вот, допустим, вот этот бренд, это работает, акцентируется на качестве и классике. То есть не для вот этих вот как бы кратковременных, знаете, там веяниях моды, там, то есть, вот действительно как бы на классике, на элегантности. Посмотрите, какие шикарные ботинки. Единственное, что здесь прям трендового, так это, конечно же, цвет. Вот такой вот шоколадный. Здесь натуральная замша. И вообще этот бренд работает только с натуральными материалами. Вот, как ни странно. Посмотрите, какая работа. Очень классные. Очень. Я довольна. Понятное дело, что это, ну, такие они не на каждый день, но мне, в принципе, такие были и нужны. Вот так вот. Вот, девочки. Вот. Потом еще в этом бренде я нашла себе сумку. Сейчас покажу. Посмотрите, вот такая большая, тоже натуральная, замшевая. У меня прям экрана не хватает. Вот такая. Отдельно купила вот такое вот украшение, вот такую висюльку. Сейчас это тоже модно, актуально, мне очень понравилось. 15 евро стоило. Вот, ну, на все вместе тоже вышла хорошая скидка. Это в этом же магазине, где я брала и ботинки. Кстати, этот бренд, он вообще изначально там 1800 там, в каком-то там году был именно, ну, обувь делали, а потом уже стали делать аксессуары. Посмотрите, какая красота, какая роскошь. Очень стильная. Мне нужна была большая сумка, потому что вот я иду, и я зачастую не могу с собой взять ни камеру, ничего, потому что все сумочки маленькие, неудобные. Единственное, это, что нет замка. Я чего-то не пойму, почему нет ручки. Должна же быть ручка была, правильно? И почему ее нет? Большая. Ее нет, хотя она вот упакована была. Ну ладно, в принципе, зачем она нужна? Это большая сумка, вот, смотрите, какая красота. Вот такая вот сумка. Вот такая вот она вместительная внутри. Единственное, что, ну, да, без замка. Ну ладно, это такое. Переживем. Такой боковой карман, достаточно глубокий, что можно сюда и телефон, и, допустим, кошелек, да, чтобы обезопасить вот от воришек. Ну, а так. Единственное, что меня смущает, что вот есть, посмотрите, но есть, конечно, отдельно продаются красивые, знаете, ремни, вот, которые, чтобы прям большие, такие широкие, всякие разные там, поэтому, может быть, для этого, или не знаю, для чего. Ну, вот, есть боковые, но нет самой ручки длинной. Хотя я не пойму, зачем она здесь нужна, потому что здесь вот эта ручка именно такая большая, длинная. Так, и здесь сбоку цепляется украшение. По крайней мере, так было на образце. И это было очень красиво. Дополняет очень сумку. Дальше, девочки, смотрите, вот купила вот такое вот пальто. Но я вам показывала, когда я его выбирала. Оно просто шикарное. Это то, что я хотела. Единственное, это то, что без пояса. Но под эту модель он-то, в принципе, не нужен, потому что он вообще прям, ну, сама модель широкая. Посмотрите, какое качество. И это бренд. Вот такой вот. Изначально этот бренд был британский. Потом он стал, в общем-то, нидерландский. Почитайте. Тоже очень, как бы, такой ориентирован на классику, на элегантность и на классные материалы. Еще у них шикарные лекала.
Так, и последнюю вещь, которую я взяла вот в тот раз, это вот такой вот молочный свитерок. Посмотрите, какое замечательное качество. Он просто нежнейший. Нежнейший и одновременно теплый. Посмотрите, как красиво сделана горловина сзади. Какой вырез элегантный. Вам, наверное, плохо видно. Вот он просто такой, ну, до середины бедра, наверное. Очень тоже классное лекало, поэтому он очень здорово сидит. И просто внизу небольшая такая вот эмблемка бренда. Вот, все как я люблю. И цвет такой молочно такой, слегка бежевый. Но он настолько приятный к телу, что я в него влюбилась. Так, решила я, значит, приготовить плов. Нужно что-то такое приготовить на второе. Вот, но я не знаю, что, если честно. У меня уже вообще фантазия вообще на нуле. Так что быстро, знаете, из того, что под рукой. Уже мама вчера готовила и рубленые котлеты, и голубцы мы ели, и стейки мы ели. И, в общем, я не знаю, у меня осталось одно филе. Думаю, приготовлю сейчас что-то типа плова. Ну, понятное дело, что с филе, оно сухое, это не плов, но, я вам скажу, нормально все равно будет. Как бы, пусть это будет каша с мясом, подумаешь. Вот, приготовила еще суп сегодня с фрикадельками. Вот, но я люблю, пусть это будет не плов, каша с мясом, но тем не менее, я люблю, чтобы морковка была порезана соломкой. Не потерта, а соломкой. И что за овощи? Они классные, они сочные здесь. Все хорошо, все меня устраивает. Но вот капуста какая-то была дубовая. Я еле-еле свернула тогда те голубцы. Это капец какой-то, конечно. Вот та же самая история с морковкой. Она сочная, неплохая, но вот ее резать, нож очень-очень острый. Ну, прям очень. Ну, вот это, знаете, бах-бах, такое ощущение, как топором рубаешь. И я тут вспомнила, вот я уже начала. И, во-первых, не совсем такие удачные какие-то брусочки получаются. Хотелось бы как-то тоньше, ну, вообще дубовая. И я вспомнила, я же покупала, ну, вот эту мандолину для овощей. И она у меня благополучно лежит уже, наверное, с лета. Летом еще Ксения у нас была в гостях, я ее покупала. Представляете, это было в июле. Это было в конце июля. Она лежит, а я вот это вот мучаюсь. Представляете, вот какие тут, посмотрите, есть способы нарезки. И вот как раз вот вам и морковка. Вот вам и морковка, которая мне нужна. И картошку можно, и кружочками. И вот даже вот так вот. Все, я сейчас ее разберу. Ну, достану, разберусь, потому что, если честно, я никогда ей не пользовалась. Только видела, что это удобно, и все. И все, и начну пользоваться. Потому что лежит тут, смотрите, навехонькая. Купила, обрадовалась, потому что я ее на самом деле очень давно хотела. Купила, обрадовалась, и все. И решила, главное, что она у меня есть. А буду продолжать вот это долбаться с ножом вручную. Тем самым очень долго. Ладно. Так, что я ж могу поставить, в принципе. Что я держу? Вот. Вот так вот. На самом деле, я не думаю, что она занимает прям много места. Боже мой. Так. Я так думаю, что нужно, наверное, сейчас будет... Без понятия вообще, как это все собирается. Ладно, я сейчас, наверное, посмотрю там инструкцию. Вот это вот сами насадки, я так поняла. Вот эти вот терки, точнее. Сами терки. Вот. Такая. Блин, так все интересно как-то, смотрите. Ладно, я сейчас разберусь, потом объявлюсь вам, хорошо? Чтобы время не затягивать. Ой, такое качество приятное. Пластика. Такое, знаете, прям такое гладенькое, приятное. Цвет такой приятный. Наверное, сюда вставляется. Бренд такой. Ладно, сейчас посмотрю, как это все делается.
Короче говоря, я обратила, передо мной же перед носом стоит коробка. Вот она. И она здесь в собранном виде. Что я мучаюсь? Что я мучаюсь? Вот это у меня, знаете, после ковида, вообще с памятью, вообще, знаете, с какими-то мыслительными быстрыми процессами, я вам скажу, очень туго. И вот это, кстати, видео, которое я вам архивное выставляла, да, в котором там еще кто-то написал, что я там не очень, ну, понятное дело, как бы на красоту-то и не претендую вообще, но просто именно это видео было снято после, скажите, после ковида. После того, как мы с мужем переболели. Так, ну что это такое? Как его вот это все, блин, делать? О, не знаю. Ладно, все же этот. Сейчас инструкцию. Так, это, скорее всего, вот так. Вот сюда. Блин, ну почему я такая несообразительная? Я ничего не могу сообразить. Капец. Так. Так, где все сделала. Дальше что? Ну так, что ли? Ну, как это все делается? Это обалдеть просто. Как можно быть такой глупой, а? Скажите. Вообще не понимаю. Так. Вы знаете, я вроде бы поняла, а вроде бы и не поняла. Так что ли? Или как это все делается? Может, надо было мельче мне взять? Может, надо было мельче взять мне эту терочку, вставить. Ну, короче, в любом случае так быстрее. Я сейчас ставлю меньше терочку еще. Вот еще пробую. Ну да, это лучше вроде бы. Пока приловчишься. Да, это помельче вроде бы. Отлично. Девочки, приловчиться нужно, видите? Уже когда ближе к этому... Ой, прекрасно, это то, что мне надо. Смотрите, какие. Вот, тоненькие. Отлично. Просто когда первый раз, знаете, вот это можно вообще руками держать. Вот эту. Руками, видите? А уже когда ближе к терке, тогда уже вот этой вот ерундой держать, чтобы пальцы не почикать, потому что я ж такая. Класс. Быстро. Девочки, удобно. Я вот сегодня, видите, уже обычной теркой. Что я там делала, не помню. На суп резала. А, терла обычной. Морковку терла на суп. Прекрасно. Вот. Все. Намного все быстрее. Вот, смотрите. Смотрите, то, что надо. Класс. Хорошо, что я вспомнила про нее. Лежит себе, не гугу, в бумажечках. Мне-то нужна помощь. А я тут ножиком страдаю. Все, девочки, готово у меня. Сейчас обжариваю, все. Посмотришь за окошком утром, и ничего не хочется, никакого настроения. Все черное, эти угрюмые лысые деревья еле-еле, посмотрите, от ветра колышатся, ни одного листочка. Вот это вот серое небо. Ничего, потом встал
И все прекрасно. Так, у нас сегодня нидерландский. Я уже собралась, Марк еще спит. Вот, Валерочка сегодня выходной, он тоже учит сидеть нидерландский. Нашли хорошую программу. Вот, сделала ему на завтрак вот тосты, яйцо, под яйцом сыр и чай. Вот, сейчас собираемся и выходим. Погода такая, что ничего не хочется. Dan zeg je niet 1,5 kilometer, maar dan zeg je 1,5 kilometer. 1,5. Ja, dat is 1,5. Какая погода, боже мой, это 4 часа дня сейчас. Как проснулись, такое было. Сейчас такое. Да. Какая красота в H&M Home. Ну вообще, одна сплошная элегантность. Посмотрите, 15 евро. В принципе, всего лишь. Но это вообще, это на века. Вот это вот декор на века. Очень красиво. Очень такие утонченные вещи. Прям мне нравится в Zara Home. Очень. То, что они продают. Мне нравится Zara Home тоже. 15 евро стоит. Смотрите, Винтер. Ой, слушайте, какой запах. Ой, какой здоровский. 15 евро. Да, а вот смотрите, какие сейчас делать. Вот эти печеньки всякие. Крисмас. Потом прянички. Вот это все вырезать. Вот как раз для теста и формочки. Вот такие. Коробочки для печенья. Чтобы родным потом раздаривать. Так поняла. Свечи, да, может быть. Девочки, у меня уже вечер и слегка такая вот нарядная предпраздничная атмосфера. Вот эти огоньки, они супер поднимают мне настроение, они супер действуют на меня умиротворяюще, поэтому я только-только начинает слегка темнеть, я включаю и все, и мне радостно, в каком бы настроении я ни была. В общем, пришли мы с Дашуней домой с курсов, Марк пришел пораньше, а мы с ней съездили еще в ТЦ. Вот. Я купила себе крем, потому что у меня закончился крем уходовый. Что-то здесь уже у меня. Вот. Так, Марк захотел покушать, и я вот ему готовлю кордон блю. Вот это, ну, полуфабрикат. Они здесь вкусные, поэтому я иногда беру, чтобы в холодильнике у меня лежало. Вот на такой случай, как сейчас. Чтобы раз кто-то захотел и было что быстренько приготовить. Валерыч себе приготовил какую-то говядину, какие-то хвосты, но он такое ест, у нас такое никто не ест. Вот. Ну, выглядит это, скажем так, симпатично, вот, но я такое не ем. Вот, Марк поел уже плов сначала, когда пришел, и уже вечер. Вот, у меня здесь пюрешечка есть, картофель, пюре. Вот я ее накрыла, потому что я точно знала, что он скоро захочет кушать. Вот пюре. Вот и готовлю ему. И, кстати, девочки, так приятно осознавать, что я вам тоже могу быть чем-то полезна. Вот правда, я про кокосовое масло думала, уже все знают, кроме меня.
потому что сплошь и рядом слышу кокосовое масло, все готовят на кокосовом масле. Вот, и видите, вот написано рафинет, то есть рафинированное. Да, действительно, оно есть рафинированное, и об этом я тоже раньше не знала, пока я вот не спросила у чата GPT, и вот его нашла. Обалденная просто вещь. На самом деле ни запаха, ни дыма, ни вкуса, ни отдушки никакой, потому что я кокос не люблю вообще. Я не люблю, ой, вот эту вот прославленную Рафаэллу, конфетки. Я не люблю баунти, я ничего не люблю из того, в чем есть хотя бы немножко, что такое, почему оно, в чем есть хотя бы намек на кокос. Поэтому вот смело можете мне поверить, что это на самом деле очень хорошая вещь. Конечно, была бы у нас еще за окошком хотя бы, ну, немножечко бы зимняя погодка, ну, хотя бы немножечко снега. Ну, а так вот такой вот беспросветный дождь, такой морось такая, вот все, или солнышко в лучшем случае. Но сегодня нам, кстати, наша преподавательница по нидерландскому сказала, что в ее детстве снег был. Зимой все ее детство. Ну, ей, слава богу, уже туда под 60 или чуть-чуть даже за 60. Вот что-то в этом роде. Ну, в общем-то, это было не вчера, это точно.